Не нужно ждать, когда будет что-то идеально. Если бы я ждала, что у меня идеально, я бы до сих пор ничего не продавала, ничего не открыла. Я делаю торты. Покупайте. У меня в месяц получается более 100 заказов. Пришла очень милая женщина с Сен-Пин. Хотя слушай, меня... Тут говорят все, что тут такие милые. Хотя меня так пугали этим Сен-Пином, да. Я вот просто помню, как я его готовила, и все потом втекала. Будем наедать сейчас бока. Привет! Иногда вы у меня спрашиваете в комментариях, что делать, если я переезжаю в новую страну и я ничего не умею. Я хочу открыть бизнес, но я не знаю, с чего начать, что делать, что открывать. Но потом, когда начинаешь спрашивать, разговаривать с человеком, человек говорит, ну я умею, например, тортики печь. И сегодня мы в гостях у Лизы, которая из этого сделала свой бизнес. Привет, Лиза! Привет! Лиза, сколько лет назад ты переехала в Польшу и как вот этот путь твой начинался? Я переехала в Польшу примерно 3-3,5 года назад на учебу. Я училась сначала в Киеве на магистратуру, на бакалавре, на магистратуру, и еще параллельно на магистратуру я поступила сюда, в Польшу. И не было никаких еще мыслей о бизнесе, я просто приехала на учебу. Вот. И потом уже, это, кстати, началось с предмета на учебе. Нам задали такое задание сделать такую небольшую рекламу. И мы почему-то вот решили сделать рекламу моих тортиков, потому что до этого я тоже уже готовила на своей личной страничке, показывала, рецепты какие-то выставляла. И мы решили, давайте сделаем инстаграм-страничку. И вот примерно 3 года назад, может, чуть меньше, создалась вот моя страничка. Ну, я смотрела по твоей страничке, это было 19 октября 2019 года, да? Что-то в октябре 2019 года, и там ты еще не продавала, просто там первые посты шли, просто такие, как какой-то рецепт, что-то такое, да? Насколько я помню, там еще был рецепт какого-то яблочного пирога, просто я там какие-то свои мысли высказывала, но продавать я еще не продавала тогда. Но буквально через 3-4 поста у тебя уже появляется пост о том, что я вот готовлю этот торт, и вот за такую минимальную цену вы можете даже его у меня купить, да? Ну да, сначала это было вообще не то, что минимальная цена, я была готова сама заплатить людям, чтобы они у меня купили этот торт, поэтому я делала очень за себестоимость. Я помню даже свой первый торт. Это у меня заказала моя одногруппница на день рождения своей маме. Она до сих пор моя клиентка, мы с ней классно общаемся. И я очень благодарна ей за то, что она поверила в меня и вот заказала торт. И он, кстати, был не уродский, как можно себе представить. Он был вполне себе ровным тортом, украшен просто ягодками. У меня не было никакого представления вообще, где коробки покупать, подложки. Я все купила, помню, в Дуке такую огромную красивую коробку. Она, наверное, была предназначена для хлеба, но я вот упаковала в нее этот первый свой торт и подарила, помню, продала его, кажется, за 60 злотых вместе с коробкой, с декором. Он был килограмма на 3, огромный торт, но это было уже начало моего пути. И потом ты поняла, что из этого ты можешь сделать бизнес, да? Ну, я не то чтобы поняла, мне как-то всегда хотелось. Я с самого детства делаю торты, и как-то так сложилось, что я вот всегда готовила, и вот эта девочка, она говорит, ну у тебя классные торты, ну почему ты не хочешь попробовать? Она у меня заказала раз, она у меня заказала 2, я уже такая думаю, кушают, нравится, может быть, еще там кому-то. Она рассказывала своим знакомым, рассказывала вот на этой презентации, кстати, в университете я рассказала, вот, я собираюсь делать тортики, заказывайте у меня. И как-то оно так все просто на энтузиазме, просто на человеческих вот этих вот. Ты рассказала кому-то, кто-то кому-то, и вот так вот как-то оно все и началось. Сарафанное радио. Сарафанное радио знаменитое. Да, попробовал
вкусно, сказал подружке. Да. Подружка заказала и так далее. Вот так. И потом у тебя уже, я тоже смотрела, что у тебя это так развитие интенсивно шло. То есть сначала такие более простые тортики, но потом уже все красивее и красивее. И такой же потом инстаграмные фотки такие, прям вау, такое Ну, прям кстати, сочное, аппетитное. Никогда не училась тортам, никогда не училась, как готовить торты, никогда не училась их декорировать. Это все было как-то сама тренировалась, сама искала в интернете где-то, но мне очень нравится вести Инстаграм. Это прям 100% нужно для человека, который хочет продавать, вести красивый продажный Инстаграм. И вот потом вот на этом промежутке, где у меня не очень такой желтый Инстаграм обычными тортиками, я вот начала больше времени уделять именно фотографии, Инстаграму. Ну вот расскажи, сразу надо начинать с Инстаграма, да? Ты приехал, начал печь на дому тортики, чтобы получать какие-то заказы, нужно делать страничку в Инстаграме, да? И еще я так вот пользовалась такой фразой, возможно, это будет тоже как помощь кому-то, просто бери и делай фраза. Не нужно ждать, когда будет что-то идеально. Если бы я ждала, что у меня идеально, я до сих пор ничего не продавала, ничего не открыла. Просто берите и делайте, сфоткайте этот торт, скажите: коллеги на работе, я делаю торты, покупайте, я вам сделаю за себестоимость, вы попробуйте, вам понравится, закажете еще. И, конечно же, наверное, это делать надо упор на Инстаграм и делать рекламу. Я начала, после того, как я уже упаковала Инстаграм, я начала делать рекламу, таргетированную рекламу, тоже прошла курсы, рекламу у блогеров, и вот постепенно начала набирать какую-то базу клиентскую. Давай будем готовить тортик. Он уже готов, осталось его только украсить, да? Да, я приготовила такой бисквитный тортик с ягодной начинкой, с ванильными коржами. И сейчас мы сделаем такой фирменный декор, как можно его заметить у меня на страничке, это декор бабочками. Лиза, ну расскажи, ты начала готовить, как быстро у тебя начали появляться заказы, вот за нормальную уже стоимость, чтобы ты могла зарабатывать? Не могу сказать, что это быстро началось, но могу сказать, что даже когда вы начинаете, лучше ставить уже более-менее нормальную цену по рынку. Я начала, мои торты, они в принципе сразу начали быть по рынку. Я проанализировала конкурентов, какие у конкурентов цены. Анализировала, кстати, русскоговорящих конкурентов. Вот. Так, что-то у меня не сильно получается и работать, и разговаривать. Нет, просто надо расслабиться и это потихонечку. Сейчас я еще кремушка доложу. Короче, ты поставила, получается, сразу нормальную цену, да? Она была немножко ниже, но она была, в принципе, если проанализировать девочек, которые делали тогда тоже торты, то у нас, в принципе, были одинаковые цены, потому что в дальнейшем ты уже не расскажешь людям, что вот, у меня стоили там 30 злотых, а сейчас я уже сделала 3 торта, я хочу продавать их за 130 злотых. Поэтому лучше сразу всегда ставить адекватные цены своим возможностям, но не сильно занижать их. Вот. И я, в принципе, тоже начала, так поставила цены, и я продавала поначалу, это были, вот я же говорю, это сарафанное радио, это все мои знакомые, это знакомые на работе парня, и это вот сработало, ты нарабатываешь себе какой-то опыт, у тебя уже набивается рука, ты смотришь, что вообще люди любят, как им заходят эти торты, какие декоры они хотят, им важен декор вообще, или им главное, чтобы это просто был вкусный тортик. Какие ты приняла? Ну, то есть важен декор, или это должно быть, видимо, совмещаться и то, и должен быть и вкусный, и красивый, да? И вкусный, людям, и красивый, видно, да. Важна эстетическая составляющая и то, что они попробуют. Это правда, да. Ну вот у меня уже со временем я сделала упор на декор. Мне очень нравится декорировать торты, и моя аудитория — это девушки, которые любят эстетические торты, которым важно
сделать фотографию обязательно этого торта, выставить в Инстаграм его, отметить, чтобы все увидели, какой красивый торт у них на празднике. Вот. Поэтому я стала делать упор на декорирование. Еще очень много сейчас даже у меня на Инстаграме можно увидеть, что я очень много тортов делаю просто так, для того, чтобы просто сфотографировать, просто разрезать, показать людям, какие торты в разрезе есть, какие декоры существуют. Это, кстати, очень важно. Еще люди любят кушать глазами, поэтому очень важно не просто написать, вот у этого бисквита там ванильный бисквит, ягодная начинка, крем. Важно именно показать разрез, что люди будут кушать потом. Вот. И скажи, получается, ты все это готовила дома на заказ сразу, да? Да, с самого начала на дому просто готовила. Можно ты покупала какое-то специальное оборудование? Нет. Тестомес там? Нет. Все готовила механически? У меня был уже со временем, у меня был просто обычный ручной такой блендер. Потом со временем я купила уже себе вот такого одного человечка. Он уже мне упрощал работу, он там что-то месил, а я могла что-то делать своими руками. И все, какого-то особого оборудования абсолютно не нужно. Это нужно смотреть по вашим силам. Если вам хватает обычного ручного блендера, этого вполне может быть, и хватить и даже в цех переехать. Смотря, значит, мы говорим о таких небольших объемах, да? То есть ты полностью все еще до сих пор делаешь сама, от и до. От упаковки Инстаграма, да, продвижения и приготовления и продажи, упаковки и доставки к клиенту. Доставки у меня нет, люди сами забирают торт, да. Но сейчас не могу сказать, что это небольшие объемы. Могу сказать, что я просто очень много работаю. У меня в месяц получается более 100 заказов. Я их все сама обрабатываю, но для этого нужна просто менеджмент, выстроенные технологические процессы. Когда уже переезжаешь в цех, это обязательно нужно выстроить процессы, чтобы процессы между друг другом не пересекались, чтобы чистая зона не пересекалась с грязной зоной. Обязательно придерживаться чистоты. И поэтому со временем это уже я знаю, что пока у меня тут месяц, я могу сделать начинку, пока у меня выпекается, я собираю торт, и поэтому это как-то уже наработана, набита рука. Но не рекомендую так делать. Конечно же, лучше делегировать, лучше нанимать персонал, лучше искать каких-то помощников, потому что бывает, что это путь к выгоранию. Ну вот да. Если кто-то готовил хотя бы один раз в жизни Наполеон, он знает, что этому нужно посвятить целый день, и ты уже такая с кухни выходишь, думаешь, нафиг я его готовила, лучше бы я его заказала. Это правда, это правда. У меня был мастер-класс, мы вели пришло где-то 6 девочек, и мы тоже готовили торт с самого начала. И даже не с самого начала, у меня уже был заготовлен бисквит, и все равно девочки провели здесь 6 часов, собирали, они сказали, что это так тяжело, мы больше не будем готовить. Мы закажем у тебя. Мы закажем у тебя. Так, пока что можно, в принципе, я выравниваю, может смотреть нас кондитеры, выравниваю сейчас в жаркое летнее время белково-масляным кремом. Почему? Потому что он более стабильный, он держит форму. Если у нас будет декор бабочками, это вафельная бумага, она очень чувствительна к влаге, и поэтому белково-масляный крем или же ганаш, он отлично подходит для такого декора. Его нужно просто подморозить, он схватит, и тогда можем уже декорировать его. Поэтому сейчас морозилку, да, его сейчас? в холодильник просто, да. Буквально на 5-10 минуток. Не снимайте это. Ровненько туда вошел, так хорошо. Я вымеряла. Вот. Но вообще у меня этот холодильник для продуктов. У меня вообще 3 холодильника в кондитерской. Это для продуктов, еще один это для заготовок и один уже для готовой продукции. Это по нормам Санпина нужно. Ну вот сейчас расскажи, как раз таки, пока мы не готовим, пока ты не готовишь там декор, отвлеклись, расскажи, вот ты уже переехала в студию или как производственный цех называется.
Это отдельное помещение, у тебя отдельная входная зона, у тебя здесь зона для готовки. Из чего вот это должно состоять? И здесь проверка какая-то, санпроверка у тебя проходила. Да. Как это вообще все было? И вообще как ты к этому пришла, что вот все, я уже не могу дома, не хочу дома, я хочу вот отдельное помещение снять. И ты просчитала, что у тебя хватит уже на это бюджета, правильно? Да. Это обязательно. У меня был такой бизнес-план на коленке, как говорится. Я посчитала, сколько мне будет постоянных затрат, сколько мне нужно тортов, за какую сумму мне нужно эти торты продать, чтобы покрыть хотя бы постоянные траты за аренду, за продукты, просто обычные минимальные траты. Себе на зарплату это обязательно. Вот. И мы начали переезд, кажется, зимой. Вот, мы сняли это помещение, я искала какое-то светлое, небольшое, 28 квадратных метров у меня здесь. Я же сейчас все еще начинаю, то есть я в этом кондитерском цехе всего 4 месяца где-то как переехала. Здесь была проверка СанПин. Я сразу же подала внесок такой специальный, что я хочу начать деятельность. Пожалуйста, придите, там проверьте меня и дайте мне разрешение на продукцию, на изготовление тортов. И сразу себе так придумала, это все мы делали сами с парнем, весь ремонт, продумку, это все самостоятельно. Просто это есть разные бизнесы. Есть бизнес, который вы можете заинвестировать, например. Это одна вариация бизнеса. Есть бизнес, когда вы думаете, хочу кондитерскую, и сразу покупаете большой цех, много людей. А у меня бизнес, который вырос с моего хобби, поэтому я так постепенно просто расту. И сейчас это просто переезд с дома в такой небольшой цех. Вот, у меня была проверка санпиновская. Сразу было понятно, что мне нужна как бы входная зона, где люди смогут забирать, потому что доставку я сейчас не смогу еще осуществлять, не так много заказов, чтобы нанимать еще отдельную машину, не знаю, покупать или службу доставки нанимать, поэтому люди будут приходить, поэтому нужна входная зона. Вот. И еще зона также для готовки. Она должна быть достаточно такой просторной, светлой, чтобы здесь поместилась не только я, а в будущем еще какие-то работники дополнительные. У меня еще образование просто качество и безопасность пищевых продуктов, потом второе стандартизация и сертификация пищевых продуктов. И в Польше я закончила менеджмент. Поэтому, в принципе, можно сказать, что я работаю по специальности. Да. И все то, что я делала для своей кондитерской, я делала это еще и в дипломной работе. Поэтому у меня все HACCP, GMP, GSP — это стандарты, которые должны быть на кухне, как сделать продукцию безопасной и качественной. Вот, и пришла очень милая женщина с СанПин, вот, хотя слушай, меня... Тут говорят все, что тут такие милые. Хотя меня так пугали этим да? СанПином, да, потому что... Я сейчас вот у кого беру интервью, у кого спрашиваю, все говорят, да не, пришли такие милые женщины, все хорошо. И у меня пришла такая милая, молоденькая женщина, она еще подсказала, у нас не было вот этой вот каморки, там дальше у нас есть каморка для мытья рук и туалет, и вот этой вот части не было. Она говорит, лучше еще одно помещение такое маленькое сделать, чтобы еще отоградить эту грязную зону от чистой стороны. То есть она не сказала, что все, вы не будете здесь работать, у вас тут грязные стороны там мешаются. Она просто сказала, вот вы сделаете, я вам уже напишу, что у вас как бы все готово, но вы еще доделаете. Я была в шоке, это было очень мило, и мы с первого раза практически сдали, если не считать вот это вот, можно считать со второго раза, и буквально, там за 2 недели я уже получила сертификат, что я могу работать. Хотя работать она сказала, что можно с момента подачи внеска. Вот. Но я смотрю, у тебя плита обычная, да? Обычная. То есть 100 тортов в месяц ты выпекаешь на обычной плите. Да. Ну это какой-то подвиг. Чуть больше даже да. бывает. И еще у нас сейчас Наполеоны всегда в наличии. То есть мы постоянно пекем. Наполеоны делаем мы постоянно. И это тоже время занимает. Поэтому... Но Наполеоны вообще сложно. Я вот просто помню, как я его готовила, и вся потом Эти коржи, крем, но
Стараемся. У меня сейчас есть работник, точнее его еще нет, он проходит у меня еще стажировку, и я сейчас еще ищу человека. То есть ты уже все расширяешься, я уже расширяюсь, да, делегирую, хочу еще покупать еще одну духовку. И в планах, в этом нестабильном мире, но в планах на следующий год уже переезжать в большее помещение, которое будет похоже больше на цех, а не на обычную кухню. Ну вот смотри, тортики на заказ. Мне задают такой вопрос. Все ли тортики, вот как мы там готовили, любили там в Беларуси, в Украине, там где-то еще, здесь можно, ну, то есть будут пользоваться спросом. Наполеон, киевский, ленинградский, там, я не знаю. Или здесь вот особые какие-то предпочтения? Если ваша целевая аудитория — это так называемые наши люди, то есть люди, которые скучают за такой выпечкой, и начать из таких обычных домашних тортов вполне себе хорошо. Если же вы рассчитываете на польскую аудиторию, то у них абсолютно другие предпочтения. Они любят более обычные торты, они любят шарлотки, сырники, они любят безы, это их тоже любимый торт. А если говорить о моем ассортименте, например, то они обожают такие тоже более стандартные торты. Это ваниль-клубника или же сникерс, более понятные для них вкусы. Но вполне себе может быть. Вот я, например, на начале своей работы я делала тоже киевские торты, и они заходили, тогда еще на рынке было мало этих тортов, тогда еще не было нашего магазина, который поставлял. Best Market открылся, можно это говорить, нет? Да. Открылся наш магазин, в котором тоже продают киевские торты, и тогда это, в принципе, заходило. Покупали люди киевские торты, я его сама обожаю. Наполеоны, медовики, это все имеет место быть. О, медовик. Это вкус детства. Это правда. Я еще Наполеоны обожаю. Сначала я тоже делала обычные Наполеоны, классические, просто к чаю, но сейчас у меня уже заказывают, есть еще с начинками Наполеоны, вишневая, карамельная, клубничная. Да, слушай, еще такой вопрос. Люди спрашивают по поводу... Смотрим. Ага, давай. По поводу... Мне продолжать или мне лучше остановить? Сейчас достану торт. Спрашивают, можно ли вот торты, которые ты готовишь здесь, поставлять в какие-то, я не знаю, пекарни, какие-то кофейни, кафешки. Можешь ли ты это делать? Или тебе надо дополнительно? Просто вот смотри, у меня, например, в Беларуси есть знакомые, которые занимаются подобным. Им, чтобы поставить где-то торты свои, какие-то изделия, там 7 кругов ада надо пройти, согласование, эти все... пройти пробы, и эти пробы надо сдавать каждый месяц, по-моему. Ну, короче, там очень все Тут тоже, кстати, тут тоже у меня пробы брали на торты, что они безопасные, поэтому... Раз в год они берутся или как Они, часто? кажется, на раз в 3 года, если я не поставляю торты. Я не поставляю торты в какие-то кофейни. Почему? Во-первых, для этого нужно... чтобы при открытии фирмы вы поставили там галочку, что вы можете продавать эти торты в кондитерской. Это вот с одной юридической части. С другой части это Санпин. Он тоже должен дать разрешение на поставление этих тортов в кондитерскую. Тоже свои какие-то требования. А еще мой опыт, например, я бы даже и не хотела поставлять торты в какие-то другие кондитерские. Во-первых, из-за того, что я хочу больше развивать свое, поэтому я бы даже задумывалась над каким-то своим кафе с моими тортами. С другой стороны, если я, допустим, делаю эклеры, и я его продаю людям условно за 10 злотых, то кафешка хочет его купить за 5 злотых, и чтобы самой еще X3 сделать. А я со своей стороны хочу тоже хотя бы себестоимость, еще что-то заработать с этого эклера. Поэтому я хочу продать его дороже, кафе хочет купить его дешевле. И еще это срок годности тортов. Они же максимум там 3 дня могут
свежими оставаться. И поэтому это постоянная должна быть подача с моего цеха в кафе какое-то, допустим. Я считаю, что если вы хотите, если у вас, допустим, какой-то монопродукт, вы делаете макаронцы, и у вас уже отстроенный какой-то процесс, это легко. То есть нужно цех, я думаю так, что нужно цех подстраивать уже под поставку продукции кафешкам. Если же вы не думаете поставлять в кафе, то лучше это будет тяжело. Во-первых, это еще логистика, то есть вы должны отготовить свежую партию, продать ее за 3 копейки условно, сами загрузить в машину. Машина должна быть тоже по правилам Санпина, с холодильником, с рефрижератором. Машина должна тоже пройти Санпин. Должны его отвезти в кафешку. Там она, не знаю, продадут, не продадут, и через 2 дня вы уже опять должны приготовить эти торты, там, не знаю, пирожные условно. Поэтому, если же вы делаете цех для поставки в кофейне, тогда да, тогда вы делаете цех, подстраиваете процесс уже под это все. Если же нет, то я не знаю. Чисто с моего опыта я бы не поставляла. Но ты сейчас просто берешь дополнительные руки, да, наемных работников, которые будут тебе, образно говоря, помогать воспроизводить больше продукции на заказ, вот эти торты также. Да, просто для людей. Для людей. А какие-то, может, у тебя глобальные планы впереди на будущее есть? Развитие? Ну, вообще, очень хотелось бы... Сейчас запросы есть на это. Во-первых, это запросы на курсы. Я начала уже какие-то курсы проводить, какие-то мастер-классы немножко проводить. Очень часто пишут люди в директ, может, есть у вас какие-то начинки, крема, декоры. Вот. И второе, это люди хотят просто кусочек торта прийти с кофе выпить. Вот это тоже запрос есть такой. Поэтому хотелось бы, конечно, если все будет хорошо, то какую-то свою небольшую, маленькую, уютную кафешку с моими тортиками там в ассортименте. Класс. Так что сейчас будем делать бабочки? Делаем бабочки. Я посмотрю, все ли я спросила у тебя. Так, все, клеим, короче, да. Вообще, в идеальном варианте, это, конечно же, идеально выровнять этот торт, подморозить его. И дальше бабочки можно клеить на нейтральный гель. Кондитеры наверняка знают, или же на шоколад. Но поскольку у нас сейчас торт еще не заморозился, я могу просто его прикрепить. Подожди, так это съедобные бабочки? Это не бумага? Это съедобные. Правда? Это съедобные бабочки, да. Я думала, это бумажки, а потом что-то ты будешь с ними делать. Это съедобные бабочки из вафельной бумаги. То есть, конечно же, не весь декор всегда нужно есть, но желательно всегда съедобный декор делать. Поэтому это вафельные бабочки. Не стоит их, конечно, кушать, это не особо вкусно, но это съедобно. Скажи, вот ты сейчас уже на том этапе, когда брать работников собираешься. Есть такая история, особенно в таком ручном труде, да, что люди придут, научатся и уходят, открывают свое дело. Как ты от этого собираешься себя обезопасить? Согласно статистике, 2% всего человечества только открывают свой бизнес. Для некоторых лучше и удобнее работать на кого-то. Поэтому, кстати, когда я проводила собеседование, приходили люди, которые говорили: вот, нам очень нравится за тобой наблюдать, мы хотим у тебя поучиться и, может быть, что-то свое открыть. Ну, не знаю. Можете попробовать, конечно. Я считаю, что я, в принципе, стараюсь как-то отграждаться от конкурентов, чем декорами, переписками. Я считаю, это очень важно. Вовремя отвечать людям, вести диалог, чтобы ты вел диалог. Я человек, который делает что-то, и также я потребитель. Мне бы очень хотелось, чтобы люди также со мной общались, когда я покупаю какую-то услугу. Поэтому могут попробовать.
То есть ты нет? будешь делегировать какие-то процессы по приготовлению, но переписку, Инстаграм вести ты будешь продолжать Ой, мне сама? это очень нравится. Мне нравится фотографировать, мне нравится вести ленту, писать посты, сторис вести, поэтому это я пока что не хотела бы делегировать. Я бы хотела делегировать приготовление Наполеонов, потому что это очень тяжело и это очень время затратно. Мне очень нравится декорировать именно торты, а выпечь бисквиты по рецепту или там сделать Наполеон, то это, в принципе, не очень тяжело. Это может сделать человек, который хоть когда-то стыкался с кондитерским делом. Поэтому буду пробовать, не знаю, я пока еще только начинаю, но планов много, надеюсь, все получится. Но ты уже затронула тему конкуренции. Много вообще конкурентов у тебя в Варшаве? Ты анализировала или ты просто даже не успеваешь это делать? Работу работаешь? Нет, я анализирую это все, конечно же. Очень много. Когда я еще начинала, не было так много девочек с тортами. Но сейчас я уже вижу, много людей приехало из-за войны сюда. Очень много классных кондитеров, которых там получилось и которые хотят еще тут попробовать. Много наших девочек делают на дому торты, но так, чтобы кондитерские, то таких немного. И, в принципе, я пока что сейчас настроена на нашу целевую аудиторию, на так называемых наших людей. То вот в сегменте наших кондитеров для наших, то много. А еще я начала анализировать польский рынок, то польских еще больше. Поэтому нужно отстраняться сервисом, нужно отстраняться тортами, визуалом, не знаю, доставкой, нужно тоже это делать. Ну, вообще ты уже давно на двухязычный Инстаграм ведешь. Да. И сейчас я знаю, что у тебя появится скоро сайт. Сайт у тебя будет на польском или на русском, на украинском? Сайт у меня будет на украинском и на польском языке. Я еще также хочу начинать переводить свою страничку на польский язык, потому что все больше и больше поляков заказывают. Они, кстати, более консервативные, они заказывают через Google. Очень много кликов, когда я завела геолокацию, поставила на Гугле, они начали просто звонить на телефон или писать на mail. Здравствуйте, мы хотим вам что-то там заказать. Вот, и поэтому сайт я тоже буду обязательно делать на польском языке и на украинском. Класс. Я думаю, что сейчас у тебя объемы должны... Вот ты предполагаешь, что у тебя будет 2 работника. Насколько ты сможешь увеличить свои объемы? Сейчас так складывается из-за того, что я сама работаю, я часто отказываю людям, то есть поток клиентов я все-таки смогла сделать так, чтобы люди хотели купить у меня, но я именно из-за того, что я не могу выработать, иногда отказываю людям, поэтому буду еще делать рекламу, буду покупать у блогеров, потому что я должна обеспечить теперь работу не только себе, а еще и этим работникам. Ну и вообще, какой объем работы ты одна делала до сих пор? То есть трудоспособность твоя зашкаливает. Поэтому обязательно все получится, тем более, что ты сможешь какие-то процессы делегировать теперь. Спасибо большое. Но у тебя был как-то пост о том, что я хотела бы 4000 подписчиков. Что-то такое, я уже могу сейчас ошибиться. Но я себе проанализировала, если их будет такое количество, то я не смогу взять столько заказов, то мне надо будет делегировать процессы. А сейчас у меня там 15 профессий, которые я заменяю. Это маркетолог, таргетолог, фотограф и так далее. И сейчас ты все-таки пришла к тому, что нужно делегировать эти процессы и увеличивать свои объемы. И у тебя какая вот цель? Ну, то есть увеличить доход в 2 раза. Что ты хочешь этим достичь? Ну, во-первых, когда я переехала с дома в цех, я уже увеличила в 2 раза сама своими силами, увеличила в 2 раза заказы и, соответственно, и выручку увеличила. Но если у меня будет еще 2 работника, то
Я надеюсь, они будут такими же трудоспособными, как и я, и хотелось бы в 2-3 раза точно увеличить, и уже я смогу брать все заказы, которые у меня будут. И еще, кстати, вот вы сказали за подписчиков, я раньше тоже гналась за подписчиками, пыталась там какие-то рекламы делать, но сейчас у меня где-то 2800 подписчиков, и я заметила, что люди не обязательно должны быть твоими подписчиками для того, чтобы заказать. Много людей, я же говорю, вот с сайта, надеюсь, будет много приходить. Вот сейчас с Google карт приходят, просто по телефону звонят, сарафанное радио. Поэтому подписчики это хорошо, но главное заказы, количество заказов и людей, которых ты порадуешь своими тортами. Ну вот слушай, Google карты тоже очень интересная штука, да? Ты можешь проанализировать, когда ты появилась на Google карте, насколько у тебя больше поступало заказов? Увеличились. Мы смотрели статистику, и там в день около 1000 просмотров, кажется, просматривают мою карту. Хотя я сняла помещение на Урсынове в Варшаве, это абсолютно не близко к центру, хотя это спальный район. Но из-за того, что у меня трафик генерируется из Инстаграма, мне было, в принципе, все равно, можно сказать, на то, какая будет проходимость у этого помещения. Поэтому я его сняла немножко дальше. Но в будущем, когда будет кафе, то это обязательно еще трафик просто человеческий, проходимость нужно будет учитывать. Я знаю, что даже пекарни, которые, если ты хочешь стать дистрибьютором этой пекарни, да, ну как это называется, забыла слово, слушай. Поставщик. Франшиза. Франшизу они продают. Если ты хочешь по франшизе заниматься этой пекарней, они требуют, чтобы вот это место, которое ты хочешь арендовать, чтобы ты 5 дней там стояла и учитывала количество людей, которые сейчас проходят здесь. Да. Это 100%. Я уже даже так мечтаю себе, иногда тоже так прихожу к каким-то помещениям свободным, смотрю его так в окошко, заглядываю, иногда стою, считаю, сколько людей проходит, какой трафик там вообще это помещение генерирует. Давайте разрежем, может, тортик, покажем. В принципе, эти бабочки, это могут быть вообще на любой вкус. Вы можете их сделать как парящими, не парящими, сделать их разноцветными. Так, ну что? Подожди, надо было мне тоже снимать это. Я ну, еще. Все, давай. Я еще. Торжественный момент. Будем наедать сейчас бока. Ну, как Лиза говорит, что это тортики домашние, без химии. И ничего такого вредного здесь нету. Лиза, спасибо тебе большое, что ты поделилась с нами своим опытом, своим путем, который ты прошла. Я желаю тебе успехов. Спасибо большое. И я с нетерпением жду попробовать этот торт. Давай. Спасибо большое. Маша, мы уже отснялись, пора идти домой. Очень вкусно, не могу. Реально.